Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 37-й выпуск второго сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. Данный выпуск будет заключительным в этом сезоне, так как в игре бушуют предвайповые игровые ивенты, и уже был опубликован трейлер, анонсирующий предстоящий патч с новой локацией и прочим контентом. Когда стало понятно, что вайп со дня на день, я решил сделать некий марафон в несколько дней, дабы попытаться выполнить пачку квестов и достичь максимального уровня лояльности у торговцев, да и вообще, чтобы было логическое завершение самой прокачки. Но, к сожалению, ничего из этого не вышло, так как я 2 дня бродил по лесу в попытках найти чертов антикварный чайник. Находил львов, котов, коней вообще не сосчитать сколько в лесу, но именно чайник так и не нашел. Бросил эту затею еще потому, что начался переполох с боссами на локациях, повылазили рейдеры. Я решил оставить эту идею с выпуском краткого обзора марафона. И последние 3 рейда в сезоне я включаю в этот выпуск в виде классического летсплея. Надеюсь, вам понравится. Кайли Сник, Дроид, Блакиукас, Свит, Андрей, Карим и Бодрый. Спасибо большое за вашу финансовую поддержку. Будьте здоровы. Всем приятного просмотра. Так будет правильно сделать. Я, пожалуй, посмотрю здесь тайничок. Посмотрим в коттеджах, что происходит. Никто не подглядывает. И все, может быть, в коттеджах сейчас найду этот чайник. И нормально все будет. Это уже сколько можно ходить с ним. Надо не забывать, что здесь могут другие боссы с других локаций. Штурман, например, тут частенько любитель заспауниться. Уже 2 раза его на Норвинском встретил. А пока тишина. Опа. А это не наши клиенты случайно? Что-то голос не как у обычного дикого, да? О, да он не один тут, кажется. Блин, они сейчас всей толпучкой тут, походу, сидят. А я в паке. А вон за мусоркой вижу ствол. И вот он. Все нормально. А он в текстуре. Твою мать, он в текстуре, прикинь. Я думал, это от пули отверстие что-то там шевелится. Думал, меня уже закоротило, там заглючило. Оказывается, у него ствол торчал с текстуры. Так, это, короче, наши кореша. Светлоозерские, я так понял. Это у них в дополнительном оружии, короче, этот самый дробовичок. Ну, неплохо. Значит, 2 светлоозерских я завалил. Остался только сам штурман. А вот и штурман идет, да? Нет, это не штурман. Надо сейчас патронов докинуться тогда. Все, готово. Где-то сидит, короче, еще штурман. Надо бы... Не слышу. Даст он мне лутануть? Пацанчиков своих. Этого он, короче, дикого как отмычку, походу, отправил. Типа, иди проверь, да, что там? А, вот здесь нет. Может, он где-нибудь там на территории? Блин, нифига у него тут, смотри, фонари какие огромные. Сюда его. О, вот так вот. Что, можно было бы глушить или патроны БПшки у него, скорее всего, да, там? Да, БПшки. Так, я бы забрал их, если честно. Сейчас цены на эти БПшки. Да, они и были-то, в принципе, такие нескромные.
Аквамари. Прям в цвет. Мне это пригодится. Ну и патроны вытряхнем с него. Там сейчас за патрон по 2500, блин, по 2000. Как продадим? Как богатыми станем? Может, хватит на эту самую, да? Как ее фамилия? Солнечную батарею. Ого, метаболизм 31 уже стал. Ладно, давай что-то придумаем. Я, наверное, все это уже не посмотрел. У меня единственное, что в голову приходит, светлая мысль, это где-нибудь в округе пошариться, посмотреть сопок, с горок где-нибудь. Может быть, я в оптику его увижу, этого штурмана. Но с другой стороны, по-моему, проще на ближнюю дистанцию с ним выйти, да? Ну что, он тоже там не пальцем деланный, тоже может навешать на большой-то дистанции. Я попробую как-нибудь к забору, что ли, приплюснуться. Там поищу. Да не вариант, не видно его. На этой позиции меня вычисляли и открывали огонь свита санитара. Светлоозерский, я думаю, тоже далеко видят, да? Так что я даже не знаю, с этой стороны я что-то... Да его и не вижу я. Да ладно, тем более он один. Сейчас мы его быстренько там где-нибудь накидаем ему. Магазин большой, главное в голову сразу зажать, и все нормально будет. Я не слышу. И не вижу. Под забором сидят, смотри. Упс, промазал. Спокойно. Все, готов. Не понял, нифига, а что он? Столько диких, где он надыбал с собой? Все? А, нет, вон еще стволом машет. Так, а может быть такое, что два босса со своими свитами тут трутся на коттеджах? Или не бывает такого? Потому что на развязке я встречал такое. Ё-моё, куда он ушел? Может, прокинуть его гранатами? Спугнуть хотя бы. Что-то даже не отреагировал. Еще есть. Лови еще тогда. Блин, по-моему, я слабенько киданул. Надо прям вон туда под уголок. О! Опа, ослепил. Блин, живой, прикинь. Я что-то не понял, это что, эти, что ли, светлоозерские?
Блин, ну у меня сейчас с БП сразу же положит меня тут. Я в своей паке тут... Ладно, тогда мы по-хитрому просто сейчас. Блин, это Светлоозерский, серьезно. А почему их так много? СНБ патроны. Надо этот фонарик фить. Упс. Не-не-не-не, подожди. Ух. Так, пойдет нормально. Нифига, а почему? Я не понял, что так... Это еще один Светлоозерский. Че их так много-то? Это что, 5 Светлоозерских и 1 штурман? О, можно было бы альфу стараканить. Че по патронам у тебя тут? 80-ки. Да не, нафиг, не буду я брать ни магазина, ничего. Вот так вот возьму, просто перееду сюда. Туда. Вот так, самогон туда. Сюда. Так, наверное, уже... А, нет, она не поместится, большая же. Ну, тогда мы можем вот так вот сделать. Вот и все. Намана. Там 2, здесь 3. И все это в паке. Везучий я. Я просто не понял, почему они не стали стрелять, когда здесь под забором сидели. Ну, как бы я там не особо-то в кустах сидел. Повезло, короче, мне, скорее всего, да? О, ключ штурмана. Или они такие, ну чё, вайп же скоро, все равно пусть это самое. Не будем тогда стреляться вообще. Спрут заберем. Фонариков. Мать моя женщина, сколько тут. Еще аквамари. А вот мне бы теперь что-нибудь перекусить не помешало бы найти. Тоже БПшки. А, ну там все нормально. Так, а теперь переходим к тому непосредственно, зачем мы сюда пришли. Надо сейфы проверить. Мне вообще-то чайник нужен. А не вот это вот все. Капец, 5 Светлоозерских. Нифига себе. Третья. Весело будет нарваться какой-нибудь группе вот так вот, да, на... Ох, нифига себе, тут и череп, и флешки. Все на свете. И конь этот проклятый. Уже на эти статуэтки коня смотреть не могу, ей-богу. Также можем мы еще место сэкономить чуть-чуть, да? Ну, значит, смотрим коттеджи. Деревню будем, не будем смотреть. Ладно, сейчас посмотрим. Но тайничок тут надо будет посмотреть.
Да можно, чё, почему бы и нет, да? Пару тайничков там глянем, если что. SSD. Дубасики. Можно без них обойтись. Так, все, понятно. Так, надо патроны сообразить. Вот и все. Вот так гораздо спокойнее, когда у тебя полный ЗБ-ключ. Но ты мне скоро понадобишься. Блин, это вот было бы неплохо прямо в начале вайпа от ЗБ-ключик, да, надо быть где-нибудь? Да и вообще надо будет, как вайп жахнет в новом сезоне, надо будет не лениться, прям смотреть эти курточки всякие на наличие ключиков. Можно будет даже за дикого где-нибудь выбегать, да, и смотреть по курткам, шариться. Чисто ради ключей хотя бы. О, а здесь кто-то лазил. А нет, сумка закрыта. Тут могут дикие заходить. Нет, никого. Это, наверное, бот просто заходил, там двери открыл. Нет того пальто. Ну давай. Опять порожняк. Ясно. Сумочка. Я никого не слышу. Пропан. Спасибо, не надо. У нас здесь изба разрушенная, на этой избе есть тайник. Потом можно будет в деревню еще спуститься, посмотреть пару тайничков. Тут еще, кстати, сумок куча целая в этой деревне. В сумках тоже спавнятся эти чайники. Опа, вот и покушать подвезли. Спасибочки. Как раз 12 от регенерации. Ой, энергия. Все, сейчас до максимума. А нет, до сотни только. И запить это все дело. Так вот хватит, наверное. Ну, почти хватило. Во. Теперь, когда подкрепился, и воевать веселее. А то если кончится у меня энергия, он же у меня будет как черепаха лазить. Где тут сумка? А вот она, сумка была. Понятно. А, все, красный таймер, пора домой. Слушай, ну раз у меня есть ключ штурмана, тогда можно будет на лесопилку сейчас сходить. В локацию лес я имею в виду. Посмотреть тайник штурмана. Да, на этом, пожалуй, можно будет и закрывать сезончик, да? Я уже вряд ли что-то успею там снять. Ух ты, какая волына интересная. Вот это можно инфи кинуть. 7,62 МДР-ка. Даже прицел для тебя есть. Да, там патронов, наверное, кот наплакал. Ну да, меньше половины. 61-й зато. Мне просто интересно, да я в
В тайнике штурмана смогу ли найти? Да, тут дикий. Уперся, скорее всего, в забор. Тут есть такая проблема. Дикие могут... Ну да. Получается, что да. На лесопилке я не помню, в общаке штурмана там спавнится этот чайник, нет? Но хотя бы ради интереса, что там вообще интересного можно будет найти, да? Чё мне этот ключ никуда не упирается теперь? Сейчас прогуляемся. Ну и чё тут за хуйня? Так ты мне расскажи, что у тебя тут не получается. А, все, успокоился, да? Ждал, пока я приду. Или нет? Ага. Нафиг, я не хочу рисковать. Пушка застряла в заборе. Ну что, понятно все с тобой. Ладно, я пошел тогда на выход. Тогда сейчас возьмем что-нибудь дома, какую-нибудь болтовочку. У меня там... О, у меня там Орсис, по-моему, лежит. Я с ним вообще ни разу не играл. Вот его возьмем, прогуляемся в лес. Попробую там поискать. Что-то здесь, блин, пытаешься найти то, что нужно по квесту, а на самом деле находишь только проблемы. Все, никого нет, выход свободен. Ну, пойдет, пойдет. Нормальный такой рейд. 20 тысяч опыта. Ошалеть. Да, их 5 смотри. О, и причем мотыль 2 раза попался. Мотыль Светлоозерский, мотыль Светлоозерский. Может быть из-за того, что они там в текстурах застряли, заспавнились, поэтому их еще, может, игра подгрузила побольше. Ничего не понятно, но очень интересно. 5 Светлоозерских. Я такого еще не видел. У штурмана обычно 2 в свите. Ну, в лесу, по крайней мере, у него 2 в свите. Походу, как-то тоже с ивентами с этими связано, да? Все, идем в лес. Ключ штурмана у меня с собой имеется. Еще денежку насобираю. Сейчас 30-очку отсыплю. Вот так вот не хватит. Все, есть Орсис, точнее, медицина. Все как положено. Я готов отправляться в путешествие сказочное. Не понял, у тебя что там нету, что ли, блин? Или тебя уже туда-сюда? Со скалы. А, нет, вон торчит голова. Прикольный Орсис. А еще получается, это одна из самых, если не самая точная пушка в игре. Так что тут такую оптику, блин, как хорошо в такую погоду все видно-то, как прекрасно, просто жесть. Внизу тишина, это мне нравится. Так, значит, посмотрим сейчас лежанку здесь. Кроме лежанки мы сможем посмотреть еще бункер наверху, снайперский. И упавший самолет. Все, нормально, ноги целы. Только золотая цепь, вросшая в камень. Вот так вот, хорош. Не вижу. Такой. Блин, тут прям смотри, хоть скриншоты делай, да? Конец сезона, я вон в ту дверь выхожу. Типа совершил все-таки побег из Таркова. На саму МЧС, наверное, нет смысла идти, да? Здесь только этот самолет посмотрим. Можно было бы, конечно, пойти ради сумок. В сумках же тоже можно найти.
Чего интересного? Что-то странно, как-то вообще никого нету здесь. Обычно дикие возле палатки трутся. Не подпускают никого. А что, где самолет? Я чуть не понял. Что, я пробежал? А, вон дерево вижу. Вот здесь начнем. Поиски. О, кедр. Строчит. Это мы выпьем. А, хотя у меня и молоко было. Ну ладно. Потом молочка жахнем. Энергетик этот и молоко, они дают же там бонус к силе. Так что пить. Особенно молоко пить полезно в игре. Метаболизм качается на раз-два просто. Блин, одна жратва, мусор какой-то всякий. Не забываем, что у нас где-то стрелок тут лазит с кедром. Он, скорее всего, на МЧС чухнул. О, сахар. И вот это я бы забрал. А то у меня 2 бинта и оба. На одноразовое применение. Вот так мы ячейку сэкономим. Пойдет? Ну что, на МЧС я не пойду. Пошли тогда в 1, 2, 3. Если там тишина, то там и вскроем общак штурмана. Вот отсюда прям внедряться буду. Вроде никого. Если бы пошли, скорее всего, уже шмальнули бы, да? О-оу. Эй, там еще один. Короче, не ожидал я. Это, оказывается, рейдеры, прикинь, лев, мангуст. Вот это сюрпризы у вас, конечно. А что, теперь рейдеров в лес подвезли, что ли? А я такой смелый туда спрыгиваю в паке такой, ща я туда-сюда быстренько, да? Максимум, кого я, блин, там встретить ожидал, это какого-нибудь бота, блин, другого, обычного дикого. Моя мстя будет страшна. Погнали еще раз. Вот там первый тайник, еще сейчас спящий и сумка, плюс там спящий. О, прикольно. А я как раз мешок не брал, ну и ладно. Как раз когда, блин... О, здрасте, аккумулятор. Ну, ты мне тоже понадобишься скоро, в следующем выпуске. Шина. Вообще в цвет я как раз не брал. Конечно, когда ты не берешь рюкзак, да? Тебе какой-нибудь крупногабаритный лут. Получите, распишитесь. А он так-то, в принципе, не интересен мне. Если и собираю какой лут, то чисто ради интереса. Тут посмотреть интересно вообще, что спаунится. Может быть... А нет, не может быть. Какой-нибудь... Ночнушка какая-нибудь дорогущая. Здесь, в лесу, возле поваленных вот этих деревьев, есть 2 тайника. Я сам не знал о нем. Мне недавно вот в комментариях написал один товарищ. Извиняюсь, имени не помню, но... Инфу, короче, мне конкретно еще подкинул видосик, где один парнишка снял, как он вскрывает здесь в лесу 31 тайник. Представляете? 31 тайник в лесу, оказывается. А где-то второй тут. А, вот он.
Я, конечно, не все тайники знаю в лесу, но те тропинки, где я хожу, я обязательно буду заглядывать в эти тайники. И здесь теперь по этой стороне ходить еще один весомый повод. Так здесь целых два тайника. Два тайника, два спящих. Вагончик интересный. Меченка. Там сумка на палатке. На палатке еще флешка может спавниться. Не, ну тут нифига. Ну что, господа. Скажите, что вы здесь. Если их не будет, то я просто вскрою этот общак, да и пойду домой. Ого, без фанатизма. Ого. Не, будет весело. Теперь-то я внимательный буду. А не так, я в прошлый раз просто поленился. Внимательно все осмотреть. Но я реально не ожидал их тут увидеть. О, назад пошли, смотри. Ё-моё, сколько их много. 1, 3, 4, 5. Ёпрсы-то. Впятером двигаются, они еще кучкой своей двигаются, толпучкой. А может быть это не просто эти самые, да? Рейдеры. Может это свита глухаря? У них же тоже ники такие, как у обычных рейдеров. Блин, вот они сейчас как будут здесь ходить? Непонятно, как вообще рейдеры ведут себя. Оп, оп. Они, видимо, меня засекли и такие чик. Если бы был штурман или Светлоозерский, то примерно я понимаю, как они двигаются, где они ныкаются. Но вот этих ребят, блин. Ну давай, выгляни еще раз. Вот этих ребят фиг поймешь, как они будут себя вести. Ага. Кто такой? Обычный дикий, что ли? Есть кабанчик. Это обычный дикий был. Или нет? А, нет, скорее всего. Они же там двигаются толпой, да? Опа, вижу. Ой, хорош. Есть, все, первый пошел. Где друганы твои? Вот он. Ого. Все, рассасываются, смотри. Второй. Есть, попал. Ух, ты твою мать. Все, понял, не базарю. Я не думал, что он меня увидит. Ухожу на ремонт. Бочок потик. 3 кровотечения. Ну вот, как новенький. С такой дистанции он спокойно меня увидел и накидывать начал. Еще бы одна пулька, и я бы, скорее всего, все того склеил бы ласты. Ну что, выходи, пообщаемся. Двоих я уже застрелил. Я просто не понял, кто первый там лазил. Дикий обычный или тоже рейдер был. 2 или 3, короче, убил. Значит, 2 или 3 есть еще. Теперь я понимаю, что они до сюда дотягиваются и могут мне открыть огонь в мою сторону. И вот теперь мне выглядывать страшновато, если честно. Ну, не то, что страшновато, то пролететь-то может. Тем более, что он заагренный. Хотя пока я лечился, он уже, скорее всего, отъехал оттуда. Что делать будем, пацаны?
Может, с сумки посмотреть со скалы с той? Один фиг он меня и отсюда видит. Но если там рошанут, то, блин, плохо будет мне. О, вот они. Бам. Стой, не уходи. О, есть. Все. Всем отомстил. Или еще где-то остался один. Не знаю точно, но, по-моему, первый, которого я застрелил, это был обычный бот дикий. А не рейдер, нифига. И вот теперь у меня немножко непонятно. Чуть-чуть еще попялюсь, посижу. Никого не будет, то пойду вниз. Не, ну это обычный дикий, спортивки. Получается все? Но я по-другому не узнаю никак, надо идти. Идти и проверять. А главное, чтобы у меня в спине сейчас никто не появился, ни дикий, ни какой-нибудь ЧВК заблудившийся, да? Чтобы спокойно я спустился вниз. И все разузнал. О, дикий на скале до сих пор ходит. Это хороший знак. Значит, с той стороны меня никто не побеспокоит. Я не вижу этого потенциального пятого. Мать твою. Нахрен эту бинуральную фигню, блядь, надо будет отключить ее, не забыть. Нафиг, чуть не обделался. Весь второй сезон промелькнул перед глазами. Колючики всякие. Не. Чепуха. Ну, давай позырим, что у них есть. Ради интереса. Нет, это не рейдер. Вот это рейдеры, да. А вот эти вот внизу нет. Вот и рюкзак подъехал. По мне вот этот как раз и заряжал, по-моему, да? Или нет, это первый был, который отъехал. Нет, это не он был. Что-то я не запомнил, кто там по мне фигачил. Забрать, не забрать, что там у него по патронам, наверное, интересно, ее не продать можно, да? Опа. Значит, имеем в виду тот факт, что здесь где-то еще сидит один в засаде рейдер. Куда он подевался? Не имею ни малейшего представления. Либо он в ангаре в сером сидит, либо он в 1, 2, 3 там в временках этих. Да это обычный дикий. Ну да, это обычный дикий. А вон еще один лежит. А у тебя чего? Ксюха. Причем я бы не сказал, что у них оружие прям в масле, да, нулевое. Оно ж на такой дистанции это навряд ли так точно будет бить. Может быть, меня это слегка спасло. Ах, там еще один у меня лежал возле трактора. Надо глянуть его. И будем искать пятого рейдера.
Да, я думал, это свита. Оказывается, нет. С СКС и пистолетом. Заряженный пацан. Тоже на БПшках стопудово. Сначала серый проверим. Не вижу, нет его здесь. Ну, значит, на 1, 2, 3 как пить дать. О, морфий есть. Но мана. То выкинем. Бинтик. Забирать. А то я те бинты сразу на себя намотал. Блин, вот я его, если сейчас не найду, он же мне не даст этот общак-то вскрыть. Он же в нужный момент как раз вылезет. У них это мастерски получается. О, вот он. А чё это ты? О звезде задумался? Как у нас старшина говорил, мягко говоря. Аля обиду какую затаил на своих корешей. Что-то стоит. К лесу передом. Давай осмотрим сразу же, а потом вернемся в эти временки. Там как раз и покушать, и попить есть. Там же и посмотрим, что интересного по курткам, по сумкам. А тут, ну, что-то не богато. Вискас, ежедневник. Пару глушителей, глок. Ну, не знаю, такое себе. Не, ну саму стоимость ключа он оправдал, конечно, общак. Тем более, что ключ у меня без галки. Да и смысл-то уже что продавать. Ну так, на будущее. Ради интереса, из любопытства, как говорится. Чисто было интересно посмотреть, что там может быть в этом тайнике. Я его, конечно, открывал, но не так часто. А там есть что интересного, оказывается. Есть тут у нас должно быть искорка. А, нет, нету. Я почему-то думал, что здесь искра спавнится. А, вот есть консерва. Горбухи навернем. Попить бы. О, мать твою, он смотрит прямо на меня. Видел в окне? Целится. Ты кто? Фу, я уже думал, все, хана мне. И не видно, и не слышно его. Стоит тупо в прицел, смотрит и молчит. И не стреляет при этом. Интересно. Вожик забрать можно было бы. А мне его куда пристроить? А вот это можно выкинуть. Нет здесь чайника никакого. Вот мне попить бы, поесть-то уже имеется. А вон сок, по-моему, стоит, да? Да, а места нет. А, нет, есть. Пьем. Сделали бы лучше это, да? Чтобы его не брать в инвентарь, потом с инвентаря доставать, пить, сразу выпить, типа, выпить или забрать. Курточку пропустил.
Ну ничего, жить можно теперь. До выхода, я думаю, мне хватит. Опа, это что такое? Не понял. Под подухой, что ли? Йотота. А, ключи от машины. Я и не знал, что они тут спавнятся. Интересно, там чисто Йотота спавнится или какие-то другие ключики тоже могут спавниться? Надо будет проверить это дело в следующем вайпе, да? В следующем патче, точнее. Этого еще глянем. Ой, блин, он так открыто лежит. Хотя... Нифига у тебя автомат Калашникова. Что, с прицелом? Ты в прицел долго меня разглядывал? А подожди, зачем он мне нужен? У меня же аптечки есть. На ВСРФ... О! С М-ки кто-то стрельнул. Там, походу, М-ку нашли на базе Юсеков, да? Лагере, точнее, Юсеков. Там в машине на переднем, по-моему, сиденье спавнится. Нет. М-ка. Так. Чё вот так вот, если сделать? Не, нафиг, кого я обманываю? Я не буду это все равно все продавать. Это все равно последний рейд, который я иду в этом сезоне. Не буду я тут ничего уже выделываться. Да я и не знаю, эти патроны что-то там стоят, нет? О, чайник! О! Красиво жить не запретишь, часть 2 будет закрыта. Сезон закончим, закроем все-таки этот квест проклятый. А то это, блин, проклятая метка так и останется на мне. Я в прошлом сезоне в первом льва не мог никак найти. В этом сезоне чайник, блин, проблему мне создал. Все. Надо вынести его по-любому. Надо выносить. Хотя бы чисто из принципа, да? Поехали. На выход. Все, офигенски. Вот тебе и логическое завершение для 2 сезона. 5 человек было, я не ошибся. Все, значит, правильно посчитал изначально. Ну, неплохо. Мне понравился такой рейдик. Недурно так пострелял. Закрываю квест «Красиво жить не запретишь», часть 2. Это позволяет мне набрать достаточное количество репутации с торговцем. Барахольщик, единственное, тут останется только прокачать самого персонажа. Да и все, и он будет максимального уровня лояльности. Из торговцев всех получилось только у терапевта, лыжника и миротворца получить корону. С остальными торговцами как-то не заладились отношения, особенно, блин, с егерем с этим. А по убежищу, если подводить итог, то чего мне здесь не хватает, чего хватает? Из нужного у нас здесь есть ящик диких. Что тут у нас еще? Фильтры, шмильтры, водосборник обязательно у нас теперь есть. Медблок 3 уровня. Библиотека. Правда, поздно. Воздушный фильтратор. Это все клево. И... Ну, в остальном... Ну, я бы еще, наверное, построил бы... Как ее? Солнечную ту самую батарею, да. Ее бы вот поставил, чтобы расход был меньше. И биткоин ферму бы подкачал неплохо. Так было бы пассивно зарабатывать.
деньжат. Может быть, даже до 2-го уровня, как и склад. Просто прокачал, заполнил видеокартами, и я думаю, что мне этого бы хватило. Вообще, склад не обязательно до максимума, как выяснилось, качать. В этом необходимости вообще никакой нет. 2-го уровня склад вообще комфортно играется, никаких проблем. Единственное, так выглядит не очень в убежке в самой. Ну и продал я, в общем, все свое барахло, которое было в схроне. Получилось 20 миллионов 73 тысячи рублей, 75 тысяч евро и 11 600 примерно долларов. Опыта я получил за этот сезон 2 миллиона 126 тысяч с лишним. 150 рейдов занял 2-й сезон. На этом 2-й сезон я завершаю. Хочу поблагодарить от всей души за вашу нескромную финансовую поддержку, за поддержку также активности на канале, пальцами вверх, комментариями. И очень интересно, кстати, узнать от вас, что не хватало во 2-м сезоне, чего бы вам хотелось видеть в 3-м сезоне. Чуть позже сделаю еще голосование во вкладке сообщества по поводу пака, с которым будем стартовать в 3-м сезоне прокачки. Максимальный или минимальный опять. Так что жду ваши комментарии по этому поводу, с удовольствием с ними ознакомлюсь. Всем приятной игры и хорошего настроения. Ждем 12-й патч. Увидимся, услышимся в 3-м сезоне прокачки с нуля в Escape from Tarkov. До свидания.